Здравствуйте, Николай и Вита! Решил вам сделать вновь подарки немного другого плана, чем в прошлый раз. Надеюсь, вы оцените их по достоинству, и они займут почетное место в вашем доме, на вашем участке. Предлагаю сейчас посмотреть, как все это я изготавливал. Также, Николай, будет для вас видеоинструкция, как собрать винт. Там нужно будет склеивать, правильно спозиционировать. Более к концу видео будет для вас видеоинструкция. Спасибо за внимание, всем, кто меня смотрит, спасибо за поддержку. Смотрим. Ссылка на канал Трепанация будет в описании под этим видео. Я уверен, что каждый из вас найдет для себя что-то интересное и почерпнет новые знания из их опыта жизни. Также, друзья, под видео я оставлю ссылочку, где изделие можно приобрести со скидкой 10% для моих подписчиков. И, конечно же, для подписчиков канала Трепанация будет тоже 10% скидка. Сейчас у вас появилась подсказка в правом верхнем углу. Кому интересно подставки для бумажных полотенец, полный процесс изготовления, переходим, смотрим.
много щитов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вдали видно, еще один склеивается. Импровизация полная. Сразу придумываю размеры, прикидаю, что выходит, и размерчики зафиксировать, пускай будет. Можно сделать будет под заказ, вот именно такую по размерам уже. А хочешь узнать полную инструкцию изготовления садовой мельницы? Значит, тебе по подсказке в правом верхнем углу.
такие подарочки получились. Наша подставка кошка для бумажных полотенец. Этот подарок, конечно же, для Виты. А этот подарок им совместно на участок. Я надеюсь, ребята, что вам понравится. Старался делать хорошо. А сейчас я покажу, Николай, для вас, как позиционировать правильно винт. Также я положу баночку с клеем столярным. И сейчас покажу для чего. Николай, у нас есть 2 гайки и 2 шайбы. То есть все элементарно. Сначала гайка одна накручивается сюда, ставится шайба, а эти, когда винт уже будет в сборе, у нас есть передняя часть и задняя часть. Вот это ребро, вот эта плоскость и вот это смазывается клеем, который я вам положу в комплект. То есть обильно смазываете клеем. Потом здесь есть цифры 1 и 2. 1 и 2. Соответственно, 1 позиционируется к 1, 2 к 2. Хорошо промазываете клеем. Вот 1 и здесь 1. Вот так складываем. И смотрим. Это у нас лицевая часть. Так как тут нету клиньев, которые удерживают клинья. С другой стороны, сейчас покажу. Там, как видно, клинья есть. То есть это задняя часть, не лицевая. Лицевая вот. Намазать, складываете, надеваете на нашу ось. Но на ось просто не одевается. Его нужно накрутить по часовой стрелке. Берете вторую шайбу, вторую гайку. В моем случае это вот такой ключ, 2 ключа, и хорошенько стягиваете, придерживая с той стороны. Также для того, чтобы клей хорошо, древесина схватилась, можно взять вот так, подложить какие-то прокладочки деревянные, чтобы оно не повредилось, и прижать еще струбцинами. Видел у вас видео, винтовые обычные струбцины у вас есть. Я знаю, люди некоторые берут их, фиксируют, чтобы там не своровали или не перевернулось, когда сильный ветер. Там в середине пустота в этом коробе снизу. То есть, если что, вы можете себе что-то придумать. Вы человек мастеровой, придумаете сами, либо так просто поставите на ваше усмотрение. И еще плюс, что там в середине не окрашено, можно окрасить любой краской, которая у вас просто завалялась, чтобы оно не портилось снизу, в этом коробе. Пишем комментарии, оцениваем. Конечно же, подписываемся на канал, на мои соцсети. Всем удачи, добра вам, ребят, здоровья. Старайтесь делать хорошо, пусть у вас все получается. И до новых встреч.